Дамп на крипторынке. Что же случилось, почему мы падаем и будет ли все-таки альтсезон, закончилась ли бычка? Сегодня я постараюсь ответить на эти ваши вопросы в данном видео, поэтому попрошу поставить лайк, подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны, а мы начинаем. Давайте начнем с очень интересной метрики, это количество ликвидаций. За 24 часа было ликвидировано 2 миллиарда 270 миллионов долларов. Это самая большая ликвидация со времен ковид-краша, когда просто в 2020 году рынок упал в нулину, когда вот ковид-краш, когда пандемия началась. И это еще больше, чем было, когда крашнулся FTX, то есть биржа FTX, когда скоманулась, когда токен FFT падал, это еще больше. То есть сейчас, прикиньте, когда биткоин находится на хаях, сейчас произошел один из самых больших крашев в истории криптовалюты, то есть никогда столько много людей не выносило. Самый крупный ордер 25 миллионов долларов вынесло на эфире Binance. Жесть. Огромное количество ликвидаций, огромное количество людей потеряло деньги. Я потерял на эфире 200 долларов в лонге, я стоял бы по эфиру, у меня вынесло просто свечой, так и все, моя позиция смыла. Но как бы я понимал, на что я иду, я не завышал риски, поэтому как бы потерял 200 долларов, ну, ничего страшного. Вот такое вот огромное количество ликвидаций, это реально исторический момент, хочу его запечатлить, то что 2 миллиарда долларов, 270 миллионов ликвидировано сегодня, 3 февраля. Судя по тому, какие тут объемы тоже, кстати, одни из самых больших, вот, допустим, по токену Aptos, просто огромное количество, большой всплеск объемов произошел, когда вот было это падение. Но самое интересное то, что большинство альткоинов пришли к сильным уровням, к поддержкам, и оттуда получили реакцию откуп. Да, она сейчас слабенькая, скоро у нас открывается американская фонда, посмотрим, как это все повлияет на рынок, будут ли американцы откупать или нет, что будет вообще происходить с S&P 500 и с фондовым рынком, это тоже может повлиять на криптовалюту. Также давайте по эфиру посмотрим, вот у меня лонг смыло, у меня был стоп на 2600, вот здесь вот меня смыло, то есть я заходил где-то здесь вот на 2200 и 2600 у меня стоял стоп, его просто смыло, потому что эфир у нас падал до 200 эфир падал. Тоже подошел к уровню поддержки, к которому мы не раз подходили. Видите, реально большинство альтов пришли к своим сильным уровням и получили от них реакцию, отскок. То есть пошел откуп. Что у нас ситуация по другим альтам? DYDX пропилил новое дно, исторически новое дно поставил. Вау, на 5,5, 58, 57. Ape то же самое. Ну, кстати, нет, Ape еще держится. Еще не дошел даже до уровня поддержки своей исторического минимума. Короче, некоторые альты у нас растут даже. Hyperliquid, посмотрите. Что там, дамп? Нет, он стоит на месте. Также у нас Шторм держится. Ну как держится? До этого падал. Что у нас еще интересно? Иена. Ее тоже откупают. Что там еще какой-то был зеленый альт? Хиппа. Мемкоин. Далее у нас Оптимизм тоже неплохо держится. Его тоже откупают. И он тоже сегодня падал, ставил. Ну не исторический минимум, но да, 80 центов он упал сегодня. Также хорошо держится MNT, токен биржи Bybit, L2 на эфире. Еще у нас, все по L2, Movement, новый L2 тоже хорошо держится. Короче, некоторые токены вообще как бы особо не чувствуют. Да, корректос, но не прям так, чтобы было больно. Solana тоже, кстати, держится неплохо. Тоже у меня лонг смыло. Ну, это давно уже по ней смыло. Самая интересная ситуация по BTC. Давайте откроем дневной график, чтобы видеть ситуацию более детально. Мы даже не обновили прошлый минимум. Мы подошли к уровню поддержки. Здесь вот у нас, видите, уровень. Мы сюда приходили. Также у нас тут трендовая с прошлых бычьих циклов. И мы просто подошли как бы к этому уровню, немножко прошили его и получили откуп, вернулись обратно. Тут у нас поддержка, если мы закрепляемся выше поддержки, то как бы ничего критичного не случилось. По BTC он вообще как будто, просто корректос маленький дал и все. У нас минимум повышаются, максимум тоже повышаются. Это дневной график, поэтому не стоит там сразу думать, что все, вот мы полетим. В любом случае по BTC у нас сохраняется бычий тренд, и мы растем. Также еще хочу разобрать доминацию BTC, потому что сегодня ночью, когда произошел этот краш, она выросла до 64%. Вау. Давайте откроем недельку, потому что доминация у нас большой график. Вот. Что у нас еще интересно по доминации? Я нарисовал такую трендовую линию нисходящего тренда. Смотрите, как у нас было в 2019 году, перед альтсезоном в 2021 году. И если судить по этой ситуации, у нас, правда, сейчас расстояние гораздо меньше, тут это недельный график, это сколько тут недель прошло, посмотрите, с момента первого пика до второго. Это у нас прошло 469 дней, больше года. Сейчас у нас прошло гораздо меньше времени между этими пиками, то есть тут у нас прошло
91 день. Но ситуация очень похожа. Видите, у нас тут был первый пик, снижение доминации, локальный альтсезон, снижение доминации, локальный альтсезон, второй пик. Что было потом, после второго пика? У нас было падение. Причем мы обновили немножко, то есть мы здесь немножко обновили прошлый пик, а сейчас, в данный момент, мы обновили сильно прошлый пик. И, вероятнее всего, продолжится снижение доминации по BTC, как это было в 2021 году. Но факт в том, что гораздо меньше времени прошло. Но если судить с момента краха доминации, когда у нас был альтсезон в 2017 году, до момента, когда у нас случился последний рост по доминации. Доминация BTC, если что, прямо противоположно движению альтов. У нас прошло 1260 дней. 1260 дней. Теперь давайте тут посмотрим, сколько у нас прошло времени. Тоже с лоу до текущего момента 1358. То есть мы даже гораздо дольше стоим в текущем накоплении, в текущем росте доминации, чем это было в 2017 году. Поэтому, в принципе, такая разбежка по дням может быть вполне. Но ситуация очень повторяется. У нас доминация находится пока что в локально восходящем тренде, в глобально в нисходящем тренде, потому что количество альтов растет, и доминация это вся размывается. Но я все равно жду цели по доминации 48-40. Я докупался на это, именно на этом краше нет, я до краша докупился, и потом все еще раз упало. Я с утра просыпаюсь, смотрю на рынок, смотрю, уже все откупают, и, не стал покупать, потому что, хотелось бы, конечно, по лоям закупиться по самому, но, опять же, никто не может купить самый лоу и продать на самом хай. Поэтому я решил пропустить, подожду открытие американской фонды, посмотрю, как будет рынок реагировать. Я бы с удовольствием купил оптимизм по 80 центов. Вообще с кайфом бы закупился. Aptos вообще там до $4,5 падал. Вот, посмотрите, Aptos. До $4,5 он падал. Жесть. Также множество других альтов. Arbitrum с кайфом. ZK с кайфом тоже можно было купить. Посмотрите, он обновил лоу. Это было 0.08. Вообще я бы с удовольствием купил. Starknet то же самое. Обновил свое дно. Я Starknet покупал как раз таки по 0.27. Сейчас он 0.23. Поэтому я лично закупаюсь, держу свои сумки, ничего не собираюсь продавать, потому что у нас впереди как минимум альтсезон. Почему? Сейчас тоже с вами разберемся. Опять же, доминация BTC у нас находится на хаях. Похожая ситуация, как было в 2021 году перед крашем доминации. То есть доминация падает, ликвидность перетекает в альты. Поэтому я сижу в рынке и не рыпаюсь, как говорится. Еще вам хотелось график показать. Тоже интересный график, он отдельно как раз на iframe. Смотрите, у нас есть такая трендовая, это Azars к BTC. Azars — это альткоины, за исключением топ-10 альткоинов, то есть, всякие мелкокапы, можно сказать. И у нас есть такая трендовая, и график у нас отрабатывает с 2016 года. Смотрите, мы когда приходим к этой трендовой, мы постоянно получаем реакцию. Либо мы получаем локальный альтсезон, либо мы получаем глобальный альтсезон. Точно так же было здесь, в 2019 году. Пришли к трендовой, получили локальный альтсезон. Еще раз дам по альткоинам по отношению к биткоину. То есть биткоин растет, альткоины падают. И когда приходим к этой трендовой, получаем уже глобальный сезон 2021 год. Сейчас что у нас, как ситуация вырисовывается, очень похоже на 2019-2021 год. Опять же, по таймингам гораздо меньше прошло времени, но за счет того, что мы уже давно снижаемся, тут точно так же мы снижались около 3 лет. Поэтому мы сейчас пробили эту зону, получается, поддержки. Но если мы вернемся и закрепимся выше этой зоны, эту трендовую можно считать, что она отработала, потому что локальные такие заколы, проколы, ложные пробои – это нормально на крипте. В принципе, можно ожидать что-нибудь вот такое, как было в 2021 году. Огромный альтсезон, потому что, опять же, это трендовое. Мы постоянно, когда к ней приходили, получали реакцию по альткоинам, они сильно росли. Поэтому можно сказать, что мы где-то вот в этом моменте, может, находимся примерно 2020 год перед альтсезоном 2021 года. Посмотрим, как это будет все реализовано. Я этот график взял себе на заметку, добавил себе в избранное, будем смотреть за ним, наблюдать, будет ли все-таки отскок от этой трендовой, либо не будет. Посмотрим. Также давайте посмотрим на настроение людей, как сейчас люди реагируют и что было в 2021 году перед альтсезоном. Я в своем телеграм-канале, я выкладывал такой пост, я нашел в твиттере чувака, который как раз поделился скриншотами, что было перед альтсезоном в 2021 году, и посмотрите, что люди писали. Если вы не понимаете, то я опишу вам вкратце. Тут было нытье, что все, альтшизон, типа шиза, закончен, все продавайте, заберите хотя бы какие-то деньги, альтсезона не будет, только BTC сезон будет, всякое такое. Короче, люди были настроены максимально негативно именно в 2021 году перед самым началом роста альтсезона. Сейчас, как видите, такая же ситуация, тем более, когда случился такой дамп, когда многие альткоины просели там на 20-30%, люди, конечно же, в негативе. И это очень хорошо для дальнейшего движения цены.
Поэтому, чтобы получать топовую информацию по криптовалюте, обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал BNDGang, чтобы быть в курсе всех криптособытий. Ссылочка на мой телеграм-канал в описании. И за счет того, что было большое количество ликвидаций, люди не верят в альтсезон, вероятнее всего, в скором времени, в ближайшие 3-6 месяцев состоится. Потому что альтсезон делается не для того, чтобы раскачать вашу сумку. Альтсезон делается для того, чтобы крупный капитал раскачал свою сумку, свой депозит умножил, не ваш. Он делается не для вас, для крупного капитала. Поэтому, когда вот такое настроение по чатам, когда происходит большое количество ликвидаций, я понимаю, что мы все ближе и ближе становимся к альтсезону. Потому что это делается не для того, чтобы большинство заработало. Большинство не может в этом рынке заработать. И я понимаю, что я делал правильное действие, что я накапливаю, держу свои позиции, и то, что мое терпение в скором времени окупится. Также сейчас перейдем к другим факторам, которые говорят о том, что крупный капитал тоже накапливает альткоины. И вот я еще выложил такую картинку, то что большинство людей останавливаются в шаге от добытой, от алмазов, от своей цели. Потому что реально вот сейчас вот происходит большое количество ликвидаций, негатив. И люди такие, все, мы продаем, альтсезон не будет, только BTC сезон, бычка закончилась, там еще что-то. И они просто в шаге от своей цели уходят. Но на самом деле у нас ждет прекрасное будущее. Главное в это верить, держать свои сумки и смотреть на глобальные факторы, которые повлияют на то, что у нас будет альтсезон. Посмотрите на график BNB. Это у нас BNB в 2021 году перед альтсезоном. Было 4 коррекции, минус 78, минус 77, минус 71, минус 76. Вы прикиньте, вот что чувствовали люди, которые купили BNB здесь вот по хаям, по 40 баксов, а потом получили коррекцию там на сколько, на 3 бакса, на 4 бакса. Что было с ними? Что было с их портфелями, как они плакали? Но что потом произошло в 2021 году? Плюс 10 тысяч процентов роста. Чиназас. И такая ситуация вырисовывается по многим альтам. Давайте я вам сейчас даже покажу, что я говорю, сейчас покажу. Вот эта ситуация по BNB. Опять же, да, BNB там улетел на 10 тысяч процентов, не обязаны токены улетать на 10 тысяч процентов. Но факт в том, что большинство альтов выглядит вот так вот мертво. График, во-первых, вот так вот будет у вас сейчас. И вы будете такие, вот здесь вот все, был пик, все, медвежка начинается, альтсезон не будет. И прямо когда вы выйдете, когда вы продадите свои сумки, начнется вот это вот. Начнется вот это вот. Добрый вечер. Добрый вечер я называю это. Чиназас. Посмотрите на любые альты. Давайте откроем Aptos. Вот мой любимый альткоин, где у меня огромная сумка лежит в Aptos. Что-то я его потерял. Вот он, Aptos. Посмотрите на график. Не похоже ли на BNB? Посмотрите, то же самое просто. График стоит в накоплении. Большинство же из вас так вот смотрит. Это еще недельный график. И большинство из вас смотрит на часовики, на дневку там смотрит. Но они не смотрят глобально. Откройте недельку, откройте месяц, посмотрите, где мы находимся. Вот большинство смотрит так вот. Все, тут был пик локальный, все, теперь у нас медвежка, альтсезона не будет. Отдалитесь вы. Мыслите масштабно. Посмотрите, где у нас находится график. Посмотрите, это просто накопление идет перед большим пампом. Вас высадят, вас заставят продать свою сумку. Большинство из вас не додержат. Я буду стараться максимально вам помогать, мотивировать вас. Опять же, это не финансовая рекомендация. Лично я покупаю и держу. Посмотрите на Aptos. Давайте возьмем какой-нибудь другой токен. Давайте тот же Stark возьмем. Старк вообще, посмотрите, что это. Что это? Он просто упал в нулину. На сколько процентов он упал? Бам! На 92-93%. Это вообще просто скам. Но самое прикольное то, что токены, которые в 2021 году больше всех падали, они потом больше всех давали роста. Поэтому, Старк, эта ракетка заряжена, ее так все хейтят, так ненавидят этот Старкнет. Лично я держу, я его докупал, и мне кажется, он даст просраться всем тем, кто в него не верит. Давайте еще какой-нибудь альткоин откроем. Я даже не знаю, что можно еще открыть, чтобы показать вам. Такие альткоины, которые уже проторгованы. Давайте, которые еще не стреляли. Пам-парам-парам-пам-пам, пам-парам-парам-пам. Давайте тоже Ape откроем, DYDX, посмотрим. Тоже, посмотрите, у нас был памп. Вот сейчас график DYDX находится на новом историческом дне. Новое историческое дно поставил. При этом он 0,70 центов, да? Он когда-то стоил $27. $27! И сейчас график находится в накоплении. Посмотрите, это один и тот же диапазон. Вот, отдалите, посмотрите. График у нас находится в накоплении. Даже если будет отскок дохлой кошки, это 0,5-0,7 уровень по Фибоначчи. С текущих это больше 15 иксов. Больше 15 иксов. Токен DYDX. Пожалуйста. Токен Ape. То же самое. График, он был стоит сколько? По тоже 27, сейчас находится на 0,65 центах. То же самое, если текущих цен он вырастет до 0,5-0,6 уровня по Фибоначчи, что обычно туда происходит отскок, это больше 15 иксов по токену. И большинство альтов, оно выглядит именно так, оно стоит в накоплении. Давайте тот же DOT откроем, да, любой альткоин открыть, DOT. Посмотрите, точно так же, альткоин находится в накоплении. Вот бычий рынок, альтсезон, а вот токен находится в накоплении. Сколько мы стоим в накоплении? Бам! Стоим 1000 дней. 1000 дней мы стоим в накоплении. И по большинству альтов вырисовывается ситуация точно так же. BNB, посмотрите, накопление, сколько мы стояли в накоплении.
Бам! 1120 дней мы стояли в накоплении. Потом у нас произошел альтсезон. Ребята, вас высадят. Большинство реально не сможет дотащить. Мемкоин, Илон Маск, Илон Марс. Сколько мы дней в накоплении? 1000 дней в накоплении. В любом случае, в ближайшие месяцы рано или поздно произойдет альтсезон, потому что он выгоден не для ритейла, он выгоден для того, чтобы крупный капитал раскачал свою сумку, не вашу, повторяю еще раз, не вашу сумку будет качать, свою сумку будет качать, а вы лишь можете присосаться и откусить маленькую часть этого пирога. Лично я собираюсь пирог кушать, поэтому я залетаю в альты, и пока что доминация находится на хаях. Это отличная инвестиционная возможность, когда альткоины крайне недооценены по отношению к биткоину. Давайте вам еще покажу одну статистику. Это токен ТВТ, Richlist, количество топовых кошельков и сколько они имеют процент эмиссии. Год назад топ-100 холдеров имели 87% эмиссии. Сейчас топ-100 холдеров имеют 91% эмиссии. Давайте откроем еще какой-нибудь токен. Тот же DYDX, который я вам сегодня показывал. Что происходит там с альткоином. То есть вы понимаете, что топ-100 кошельков, они отбирают эмиссию, у них становится больше токенов. Richlist, заходим, выбираем год и посмотрите, что происходит. Год назад топ-100 кошельков имели 94,82%. Сейчас топ-100 кошельков имеет 95-85%. То есть количество, топовые кошельки, топ-100 холдеров, они забирают эмиссию, они к себе ее в карман ложат. Давайте откроем какой-нибудь еще токен, абсолютно любой. Китайский Conflux. Китайский блокчейн Conflux. Посмотрим, что у него происходит. Точно так же Richlist. Годовой график. Год назад 93% было у топ-100 кошельков, сейчас 92,88%. Но факт в том, что топ-50 холдеров становится больше токенов. То есть происходит перераспределение, но в любом случае большая часть эмиссии сосредоточена в одних руках. И эти руки, они будут качать свою сумку, потому что им выгодно, чтобы цена росла. Не вам. Им выгодно, чтобы они свою сумку раскачали, не вашу. Повторяю еще раз. Альтсезон делается не для ритейла. Дот мы сегодня смотрели. Давайте посмотрим, что происходит у нас по доту. Что там делает топ-100 кошельков. Год назад топ-100 кошельков имело 69%. Сейчас 73%. Вы сами видите по графику, как происходит отбор эмиссий. То есть топ-100 кошельков накапливают токены. Давайте посмотрим эфириум. Эфириум топ-1 альткоин, который локомотив всего рынка. Что происходит с ним? Откроем точно так же Richlist, топ-100 кошельков. Выберем год, посмотрим, что у нас происходит там. И мы видим точно такую же ситуацию. Год назад топ-100 кошельков имело 53-65%, сейчас 68-95%. Эмиссия у ритейла просто жаднейшим образом отбирается. Посмотрите на этот график. Максимально отбирают эмиссию у ритейла. Тот же токен Ape. Год назад у него было, топ-100 кошельков было 68%, сейчас 73%. Короче, можете открыть, по большинству альткоинов такая ситуация, что количество, топовые холдеры, они забирают к себе монеты в кошельки, они накапливают позиции. Прямо часто происходит на альткоинах. И вы, соответственно, говорите, какой альтсезон. Да такой, что, топовые кошельки, они накапливают токены. Зачем они сейчас покупают? Для чего? Для того, чтобы потом в нулину укатать по токену или что? Для чего они покупают? Расскажите, ответьте мне на этот вопрос. В этом видео предоставил вам множество факторов, которые говорят нам о том, что альтсезон, он не за горами. Чем больше происходит ликвидации, тем больше народ разочарован в рынке. Понимаете? Крупному капиталу невыгодно, чтобы вы сидели в альткоинах. Им нужно, чтобы вы вышли из альтов. И чем больше происходит ликвидации, негатива и прочего, тем ближе у нас становится альтсезон. Опять же, все факторы показал блокчейн. Посмотрите, это все открытая информация. Ликвидации, настроения по рынку, что было в прошлых годах, графики. Все в интернете, все открытая информация. Вы можете это сами все проверить и убедиться в том, что происходит то же самое, что было в 2021 году перед альтсезоном. Поэтому лично я накапливаю, лично я покупаю, держу. Не знаю, что делаете вы. Опять же, это не финансовые рекомендации, я делюсь лишь своими мыслями, своим опытом. Будет интересно почитать, что думаете вы. Пишите комментарии, буду обязательно читать, отвечать. Все хейтеры, все медведи, опять же, они сейчас вышли, опять ликуют. Надолго ли? Вопрос хороший. Также хочу вам напомнить, что у меня есть закрытое сообщество, которое называется Криптобаза. Там я делюсь полезной информацией по криптовалюте. Там у нас есть вкладка трейдинг, где даются сигналы на фьючерсы. Вкладка спот трейдинг, там даются сигналы по мемчикам. В краткосрок торговать всякие альткоины. Также у нас есть вкладка с обучением по трейдингу, где вы с нуля сможете обучиться трейдингу. Есть вкладка сливы курсов. Тут огромная база платных курсов по криптовалюте, которые вы получаете, вступив в криптобазу по ссылочке в описании. Вкладка образования, туда выкладываются полезные статьи. Много, тут всего интересного. Airdropы, сливы с других приватных сообществ. То есть я даю сливы с других приватных, что там пишут люди. Поэтому, если хотите, можете вступить в криптобазу по ссылочке в описании. Также хочу высказать большое спасибо всем тем, кто ставит лайки, те, кто смотрит видео, подписывается. Мне реально очень приятно. У меня цель 100 тысяч подписчиков в этом 2025 году. Сейчас у нас 7310.
Поэтому будем лететь, будем топить, будем снимать видосы. Каждый день я стараюсь для вас снимать видео, поэтому буду рад вашей поддержке в виде лайка, комментария, подписки. Также буду очень сильно рад, если вы поделитесь моим каналом и моими видео с друзьями. Это очень сильно поможет раскачать данный канал. Вместе будем двигаться дальше, буду вас подбадривать, мотивировать, буду давать полезную информацию. Еще раз, меня зовут Никита Green Bendy, вы на канале Bendy Crypto, обязательно подписывайтесь, а мы с вами увидимся в следующих видео. Всем удачи и всем пока!